С момента своего появления в 2020 году Havail Big Dog, он же Darga на глобальных рынках, не просто ворвался в сегмент, а задал моду на квадратные кроссоверы с намеком на серьезные внедорожные способности. Продажи превысили 600 тысяч машин, а за последний год китайцы стабильно скупали по 10 тысяч автомобилей в месяц. Но с большой популярностью приходит и большая ответственность. Конкуренты наступают, и останавливаться точно нельзя. В Great Wall Motors это прекрасно понимают и не сидят сложа руки. И вот 17 июля 2025 года в Китае стартовали продажи обновленного Havail Darga. Цены начинаются от весьма соблазнительных $17 300. Внешне он остался верным себе, но с аккуратными штрихами, которые сделали его еще привлекательнее. А вот в салоне заметный апгрейд, современнее, удобнее, технологичнее. Учитывая впечатляющие рыночные успехи предшественника, ожидания от модели 2026 года высоки как никогда. Darga все так же выглядит максимально агрессивно и брутально, словно это рамный внедорожник, несмотря на то, что это классический кроссовер с несущим кузовом и поперечно расположенным мотором. Дизайнеры не стали кардинально менять брутальный и узнаваемый облик, который так полюбился покупателям. Изменения носят точечный характер, но добавляют внешности кроссоверу солидности и изысканности. В первую очередь изменения затронули переднюю часть. Решетка радиатора сохранила привычную прямоугольную форму, но получила новое точечное матричное оформление с аккуратным затемнением. Выглядит сдержанно, но современно. Логотип стал компактнее. Головная оптика осталась в ретро-стилистике, однако, по данным производителя, яркость ближнего света увеличилась на 20%. Сзади произошла небольшая, но знаковая замена. Привычную надпись Havail на светодиодной планке сменила аббревиатура материнского концерна Great Wall Motor. При этом характерная графика задних фонарей осталась без изменений, чтобы сохранить узнаваемость. Обновленный кроссовер получил стильный новый зеленый цвет кузова Moss Rock Green. Он напоминает фирменный оттенок Havail Raptor. Впрочем, если зеленый не ваш вариант, есть классика – серый, синий, белый и черный. Габариты автомобиля остались без изменений. Длина – 4620 мм, ширина – 1890, высота – 1780, при колесной базе – 2738 мм. На всех версиях установлены 19-дюймовые колесные диски, а для топовой комплектации предусмотрены более внедорожные 18-дюймовые. Клиренс – 200 мм, что позволяет уверенно чувствовать себя на разных покрытиях. Углы въезда и съезда составляют 24 и 30 градусов. Снаряженная масса 1600 или 1740 килограммов. Havail Darga 2026 года остался верен проверенным решениям в части силовых агрегатов. Никаких сюрпризов. В линейке по-прежнему два бензиновых турбомотора. Первый – 1,5-литровая турбочетверка на 184 силы и 275 ньютон-метра крутящего момента, работающий в паре с семиступенчатым роботом и приводом на переднюю ось. Производитель обещает расход в районе 7,5 литров на 100 километров, а максимальная скорость достигает 185 километров в час. Второй вариант – более мощный 2-литровый турбомотор с 238 лошадками и 385 ньютон-метра крутящего момента, сопряженный с 9-ступенчатым роботом и полным приводом. По заявленным данным, он съедает примерно 8,4 литра топлива и разгоняется до 200 км в час для тех, кто любит чуть больше драйва. Никаких гибридов у Darga по-прежнему нет, машина осталась верна классике. Модели с 2-литровым мотором продолжают комплектоваться полным приводом, который теперь стал еще умнее. Это 6-е поколение интеллектуальной системы с электронным управлением. В ней есть центральная блокировка дифференциала и механическая блокировка заднего дифференциала, управляемая электроникой. Благодаря этому водитель получает целых 8 режимов движения на выбор, от спокойной городской езды до более агрессивного на бездорожье. В салоне обновленного кроссовера изменений стало ощутимо больше.
Архитектура передней панели осталась узнаваемой. Все те же два раздельных экрана, но теперь центральный дисплей вырос до солидных 14,6 дюйма и получил привычную прямоугольную форму. Он заменил прежний закругленный экран. Картинка стала четче, бликов меньше, уверяет производитель. Мультимедийная система работает на свежей фирменной оболочке Coffee OS 3. Интерфейс стал быстрее и удобнее, добавились новые онлайн-сервисы и улучшенное голосовое управление. Форму торпеды чуть-чуть подправили, зато блок климат-контроля и дефлекторы остались на своих привычных местах. А вот центральная консоль лишилась знакомой шайбы управления коробкой передач. Теперь селектор КПП переехал вправо за руль. Освободившееся место заняла дополнительная ниша для мелочей. Руль тоже стал новым, стильный двухспицевый, как у других свежих моделей Great Wall. Инженеры поработали над сиденьями. Они получили улучшенную анатомическую форму и четырехслойную структуру, чтобы ехать было удобно даже в дальней поездке. Передние кресла с подогревом, вентиляцией и электрорегулировками. Среди дополнительных приятностей – быстрая 50-ваттная беспроводная зарядка, система очистки воздуха, проекционный дисплей и опциональную аудиосистему с 10 динамиками, в базе предусмотрено 6. Багажник сохранил свои размеры – почти 500 литров. Места хватает и для будничных покупок, и для небольшого путешествия. В базовой комплектации автомобиля предусмотрен круиз-контроль. Адаптивный круиз доступен за доплату или включен в топовую версию. Для безопасности и удобства на дороге предусмотрены система удержания и центрирования в полосе движения, распознавание дорожных знаков, а также 360-градусная панорамная камера. Еще одна полезная функция – помощь при спуске с горы. Кроме того, автомобиль можно контролировать удаленно через мобильное приложение. Управление дверьми, окнами, запуск двигателя, светом и кондиционером – все в ваших руках, даже если вы находитесь далеко от машины. Приложение также позволяет проверить состояние автомобиля и узнать его точное местоположение. Версия Havail Dargo с 1,5-литровым двигателем в Китае стартует от $17 300, а топовая с 2-литровым – почти 21 000. Обновленный Dargo 2026 модельного года выходит на арену в разгар битвы кроссоверов с квадратным дизайном, где конкуренция становится все жестче. Но у него есть все шансы завоевать покупателя. Узнаваемый и по-прежнему свежий внешний вид, полностью переработанный, умный и удобный интерьер, проверенные двигатели и, конечно, очень привлекательная цена на родном рынке. Ну а на этом все. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк, а если хотите больше подобных обзоров, подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях, что думаете о нашем сегодняшнем автомобиле и делитесь своим мнением. Всегда рады вашему мнению. До скорой встречи на канале.